Привет, Арми. Кто бы мог подумать, когда Чингук вышел на подиум на неделе моды в Нью-Йорке 2026-го, мир словно замер на мгновение. Ликование, слезы, даже истерика прокатились по всему миру. И что еще более шокирующе, загадочная реакция Тэхёна заставила миллионы сердец трепетать и гадать, что же он на самом деле чувствует. Мог ли кто-нибудь подумать, что когда Чингук вышел на подиум на неделе моды в Нью-Йорке 2026-го, мир словно замер на мгновение? Почему миллионы фанатов кричали, плакали и даже падали в обморок от одного лишь взгляда? И, что еще важнее, почему реакция Тэхёна вызвала такую бурю эмоций, породив бесконечные вопросы в сообществах армий по всему миру? Это была не просто модная история. Это было не просто выступление знаменитости. То, что произошло в Нью-Йорке, было чем-то большим, чем-то более шокирующим, чем-то, что объединило музыку, славу и личные связи в одну взрывную ночь, чего никто не ожидал. Чингук, после более чем 2 лет обязательной военной службы, вернулся на международную арену таким образом, что не только заставил замолчать своих критиков, но и вывел Кэлвин Клейн в новую эру мирового господства. В то же время неожиданная, эмоциональная и загадочная реакция Тэхёна заставила фанатов отчаянно искать ответы. Что именно почувствовал Тэхён, увидев Чингука? Гордость? Удивление? Или что-то более глубокое? Инцидент начался всего за несколько дней до официального показа недели моды в Нью-Йорке. Вылет Чингука из международного аэропорта Инчхон 11 сентября 2025 года уже вызвал хаос. Толпы армий собрались с плакатами, подарками и со слезами на глазах, наблюдая, как он уверенно проходит перед камерами в простом наряде Кэлвин Клейн, который, тем не менее, источал роскошь. Одно его присутствие стало мировым трендом благодаря хэштегам «решетка Джанкук» и «решетка NYFW». Но среди всей этой эйфории среди поклонников не утихал один вопрос: как отреагирует Тэхён? Этот вопрос быстро перерос в глобальную дискуссию. Годами фанаты следили за связью между Чингуком и Тэхёном, которую часто называют одной из самых крепких в BTS. Их химия на сцене, эмоциональная поддержка и даже моменты тишины стали предметом бесконечных обсуждений. Поэтому, когда Чингук готовился пройтись по одному из крупнейших модных показов в мире, все, естественно, ждали реакции Тэхёна. И то, что они увидели на подиуме, было шокирующим. Чингук шокировал всех. Надев смелое платье из коллекции Врани Корлеоне для Кэлвин Клейн, он продемонстрировал часть своей татуировки на груди, которая была больше, чем когда-либо прежде. Он также носил неожиданный пирсинг, булавку в подбородке. Смелость его образа ошеломила даже модных критиков. Дело было не только в одежде. Речь шла о бунтарстве, индивидуальности и разрушении границ. Он не шел по подиуму как певец или кей-поп-айдол. Он шел как мировая икона, достойная истории моды. И когда вспышки фотоаппаратов осветили Нью-Йоркскую площадку, фанаты от Сеула до Лос-Анджелеса кричали в экраны, заваливая социальные сети такими словами, как «сумасшедший», «легендарный», «нереальный». Затем появился Тэхён. Его реакция была не просто выражением поддержки. Это было не просто поздравление. Это было нечто более сложное, эмоциональное и противоречивое. В своей личной трансляции всего через несколько часов после выступления Чингука Тэхён замер, уставился в камеру и со смесью недоверия и благоговения пробормотал: «Не могу поверить, что он это сделал». Эта фраза взорвала интернет. Восхищение, зависть или скрытое послание, которое мог понять только Чингук? Поклонники 1000 раз прокручивали этот момент в голове, анализируя каждое выражение лица, каждое моргание, каждый вздох Тэхёна. Одни утверждали, что он гордится, тронут мужеством и преображением Чингука. Другие настаивали на том, что между двумя участниками BTS царило напряжение, тихая буря, отражающая более глубокие разногласия. Естественно, возникли теории заговора. Создал ли этот контраст HYBE? Была ли реакция Тэхёна искренней, или это часть более масштабной истории, призванной удержать внимание ARMY во время перерыва в группе? Загадка только разрослась,
когда нью-йоркские СМИ подхватили эту историю. Заголовки вроде «Чингук доминирует на неделе моды в Нью-Йорке», «Тэхён из BTS шокирует» разлетелись по международным таблоидам. Маркетинговая команда Calvin Klein и мечтать не могла о таком уровне огласки. Смелость Чингука в сочетании с эмоциональной реакцией Тэхёна вызвала вирусный шторм, который удерживал их имена в трендах несколько дней. Для Calvin Klein это был не просто показ мод. Это было главное культурное событие года. Но за блеском, овациями и вспышками камер скрываются более глубокие вопросы. Что на самом деле означает смелый выбор Чингука в моде? Декларация независимости? Послание о том, что он больше не просто K-pop-айдол, а глобальная сила влияния за пределами музыки? И вызвано ли удивление Тэхёна восхищением или страхом, что путь Чингука может слишком сильно отклониться от первоначального образа BTS для поклонников? Ночь 12 сентября 2025 года запомнится не только как момент недели моды, но и как ночь столкновения эмоций. По сообщениям, многие фанаты в Нью-Йорке плакали. Некоторые упали в обморок, увидев, как Чингук идет по подиуму. Другие утверждали, что почувствовали прилив энергии, как будто Чингук возвещал новую эру не только для себя, но и для BTS в целом. Тем временем в Сеуле фанаты собирались в кафе и общежитиях, чтобы вместе смотреть прямую трансляцию. Когда реакция Тэхёна стала вирусной, настроение изменилось. Некоторые плакали, убежденные, что их недоверие вызвано тем, как далеко продвинулся Чингук. Другие спорили в социальных сетях, обвиняя Calvin Klein в эксплуатации образа Чингука таким образом, что это шокировало даже его лучшего друга. Дебаты стали эмоциональными, даже жаркими, с хэштегами вроде «решетка протестюнкак» и «решетка Тиамтайон Гречтион» одновременно в трендах. К концу вечера в Нью-Йорке тайна стала еще глубже. Ни Чингук, ни Тэхён не сделали никаких дальнейших заявлений. Calvin Klein хранили молчание, позволяя шумихе говорить самой за себя. Но для ARMY молчания никогда не было достаточно. Сообщество продолжало строить догадки, анализировать и спорить, удерживая оба имени на вершине мировых трендов больше недели. Что будет дальше? Объяснит ли Тэхён наконец свою неожиданную реакцию? Примет ли Чингук свою новую идентичность модного бунтаря? Или он вернется к более мягкому образу, который фанаты BTS знали годами? И самое главное, что это значит для будущего BTS как группы? Начало новой главы или признак скрытых трещин, которые никто не хочет признавать? Эти вопросы остаются без ответа. Но одно несомненно, появление Чингука на неделе моды в Нью-Йорке 2026 года было не просто модным заявлением. Это было культурное землетрясение, потрясшее не только мир моды, но и сердце миллионов поклонников. И реакция Тэхёна, вероятно, войдет в историю как один из самых незабываемых моментов в истории BTS. Взгляд, вздох, шепот, несущие эмоциональный груз, который не сможет в полной мере передать ни один заголовок. Однако, если отвлечься от сенсационных заголовков, слез и бесконечных домыслов о неожиданной реакции Тэхёна на появление Чингука в Нью-Йорке, становится ясно одно: большая часть этой истории построена на преувеличении, выборочной интерпретации, а порой и на чистой выдумке. То, что было представлено как эмоциональное столкновение двух любимых участников BTS, на самом деле было всего лишь чередой несвязанных между собой моментов, преувеличенных социальными сетями и сплетнями. На самом деле, появление Чингука на неделе моды в Нью-Йорке 2026 года было именно таким, каким и задумывалось, тщательно спланированным показом, демонстрирующим его сотрудничество с Calvin Klein и новым творческим направлением Вероники Леони. Не было никаких тайных планов, никакого бунта против наследия BTS или скрытого послания, способного спровоцировать споры. Чингук прошел по подиуму как профессионал, как художник и как представитель мирового бренда. Его татуировки и пирсинг, хотя и в новинку для некоторых фанатов, это просто часть его личного стиля. Ни больше, ни меньше. Так что же насчет так называемой реакции Тэхёна? Вирусный ролик, вызвавший столько спекуляций, на самом деле всего лишь фрагмент, вырванный из контекста. В своем эфире Тэхён вовсе не критиковал Чингука. Слова «не могу поверить, что он это сделал»
как позже подтвердили переводы фанатов и контекст, были шутливым комментарием о том, как удивительно было видеть Чингука в таком смелом стиле. Не было ни злобы, ни скрытого напряжения, ни зависти. Более того, преданные поклонники Тэхёна знают, что он часто реагирует с игривым недоверием, когда другие участники группы делают что-то необычное. Это часть его характера, смесь благоговения и юмора, которую фанаты уже много раз видели. Проблема не в Чингуке или Тэхёне, а в медиа и фандоме, которые процветают на противоречиях. Сенсационность привлекает клики. А в эпоху социальных сетей даже поднятая бровь или пауза в прямом эфире могут быть истолкованы как история предательства или конфликта. В тот день Нью-Йорк стал не просто местом модного показа, но и свидетелем исторического возвращения Чингука с невероятным сюрпризом. А реакция Тэхёна останется загадкой, которую обсуждают армии по всему миру. Итак, что вы думаете, что именно почувствовал Тэхён, увидев Чингука? Оставляйте свои мысли в комментариях и не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы не пропустить следующую историю.